Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 1 апреля 2019 года. Шутка не шутка, но просят прокомментировать итоги выборов, в кавычках, на Украине. Что там произошло? Порошенко второе место занимает на сегодняшнее время. На данный момент, когда мы записываемся, еще 30% бюллетеней не посчитано, а это означает, что и Бойко, и Тимошенко вполне могут выйти во второй тур. Вот. Но здесь ведь нужно понять простую вещь, вот о чем я постоянно говорю. Нет на Украине никаких выборов. Балаган. Вот одна из перестроечных песенок иммигрантских, Вилли Токарев такой был. У него есть песня про балаган. В шумном балагане любят собираться жулики, бандиты, воры всех мастей. Кто пришел напиться, кто пришел подраться, кто пришел послушать свежих новостей. Когда иду я в балаган, то заряжаю в свой наган. Это современная Украина. Вот любая сторона жизнедеятельности Украины – это балаган. Вот этот. В том обозначении, которым дал Вилли Токарев. Поэтому никаких выборов, даже близко, вот вообще близко там нет. Иначе бы уже все было посчитано, не было бы вот этой метровой портянки с кандидатами, были бы реальные кандидаты, были бы номера у кандидатов, была бы возможность ознакомиться с программами. Нет, там все абсолютно балаган. И меня удивляет наивность некоторых. Вот я приду и испорчу свой бюллетень или за кого-нибудь там поставлю галочку, лишь бы только мой голос не пропал и меня бы не использовали. Как будто кто-то собирался изначально считать вот эти самые бюллетени. Все это просто балаган, даже подсчет. Иначе бы, говорю, уже на этот момент все было бы подсчитано. А специально отменили день учебы, чтобы вот этот процесс провести. И весь-то вопрос заключается в том, у кого какие батальоны, кто чего сможет, где кого сможет передавить и показать своему хозяину за лужей, за океаном, что выбери меня, птицу счастья завтрашнего дня. И в принципе, все было бы еще печальнее, если бы непосредственно перед выборами не прибыло бы на Украину 400 с лишним специалистов по выборам из Соединенных Штатов. Именно они подготовили вот эти мероприятия так, чтобы выглядело более или менее приемлемо. На самом деле там нет никаких выборов. И вот это вот самое принципиальное. Вот из всех ресурсов только я говорю о том, что никаких выборов нет. А в ответ на это вписались все. Вот все наше телевидение российское, все наши политические деятели и все прочее, они выборы, выборы, выборы. Надо навязать населению Украины, что это выборы, саму мысль продолжить государственность, зафиксировать результаты государственного переворота в законотворчестве страны. Вот для чего все это было сделано. И поэтому и прямое и отслеживали, вот они, как идут выборы на Украине. Какие это выборы? Это издевательство над разумом. Это издевательство над человеческим достоинством. Но наше телевидение показывает выборы, выборы. Почему? Нужно навязать. Ведь в чем здесь значимая суть вот этих выборов, вторых? Первые выборы, которые, в кавычках имеется в виду, на Украине после 2014 года не было никаких выборов вообще.
Так вот, они проходили по законодательству еще до государственного переворота и проводились, когда у должности был так называемый исполняющий обязанности президента. То есть должность вообще никакая не легитимна. И, соответственно, этому те выборы 2014 года, опять, это вообще просто туфта. Первые более-менее значимые для государства выборы – это выборы текущие. И навязать населению и окружению, что это выборы, вот задача всех антирусских, антиукраинских сил. И здесь государственное телевидение России и все остальные официальные телеканалы все вписались на то, чтобы создать иллюзию, что на Украине происходят какие-то выборы. И ведь суть-то какая? Говорят, вот, там нет никакой выбора, что столько-то миллионов людей вообще лишены права выбора, что манипуляции и все прочее. Но вы вот примите, что это выборы, что это не балаган. Для чего? Для одной простой причины. Чтобы в общественном сознании это зафиксировалось как выборы, чтобы они не были отторгнуты. А почему российское телевидение-то вписалось в эти выборы? Ну, потому что один из лидеров нашего Майдана, который сейчас занимается подготовкой и осуществлением государственного переворота, Дмитрий Анатольевич Медведев, прямо заявил, что весь этот балаган его вообще не волнует. Он признает любого, кто будет назначен из Вашингтона. И, соответственно, этому, ну, ему же нужна-то основа какая-то. И вот эта основа и создается. Но при этом надо еще помнить, что наше телевидение, оно хоть и государственное, вот, скажем, канал «Россия», первый, да? А вот как он, вот утренний эфир начинается. Выходят люди в жовто-блакитных одеждах, подходят к столу, берут скатерть, встряхивают эту скатерть со стола, и полетели оранжевые птички желтенькие по всей нашей России. Поэтому естественно, что если уж таким образом дается понять, что средства массовой информации вписаны в осуществление государственного переворота, так вот вам и сопровождение, вот и практически истерическое завывание. Вот там выборы того, кто-то набрал столько процентов, кто-то набрал столько процентов. А там реально никаких выборов нет, не было и не будет. Вся задача только в одном – чтобы общественное мнение приняло. И здесь, смотрите, какая критическая ситуация с этим. Явку написали, голоса написали. Но для того, чтобы люди приняли вот этот балаган как выборы, включили аж не только вот, внутренние украинские ресурсы, но и практически весь информационный потенциал России был задействован на то, чтобы приходят на всех ток-шоу все эти политологи разного рода, они все. И те, которые за то, что на Украине нормальная власть, и те, которые говорят, что там государственный переворот, там фашисты, они все говорят только в одной парадигме – выборы. Потому что это проходит уже в законодательстве, которое написано после государственного переворота. И это уже в какой-то степени узаконивает вот эти результаты. Нам же вот это вот России, этот балаган признавать ни в коем случае нельзя. Хотя бы уже потому, что признание этого балагана означает заявление того, что Россия отказывается от своей международной субъектности и своего суверенитета, и снова возвращается под управление Соединенных Штатов, страновой элиты Соединенных Штатов. О чем, в принципе, и идет речь. На Украине всем управляют Соединенные Штаты, никакого выбора там нет. Из Вашингтона сказали, он президент. А для олухов мы какой хочешь спектакль сделаем. Нет никакого интереса, и признавать их нельзя.
Это антигосударственная политика. Любое заявление о необходимости признать этот балаган в качестве выборов означает только одно. Это подрыв государственного суверенитета, это отказ от субъектности России в международной политике. Это превращение России в сырьевой придаток Соединенных Штатов. И, кстати, вот именно здесь все проблемы с Северным потоком, с Южным потоком газа. Какой газ будет получать Европа? Российский или американский? На самом деле газ будет один, российский, но только будет получать от американцев, которые гарантируют поставки для Европы. Или же это будет получать от России, которая будет давать такие гарантии. То есть кто будет давать гарантии о поставках газа? У Соединенных Штатов нет газа. Уже с нефтью все решили. Разбили ИГИЛ, и у них исчезла сланцевая нефть. А вот сланцевый газ еще есть. Почему? А как только Соединенным Штатам требуется газ, танкеры пошли с России. А где же ваш избыточный газ, который вы поставляете во всем мире? Как только Европе требуется поставить газ из Соединенных Штатов, танкеры пошли из России. А где же ваш-то газ, который вы поставляете всему миру? Так что надо понимать, балаган, он и есть балаган, к сожалению, кровавый.